Приветствую вас, дорогие друзья! Вы смотрите канал OK English. С вами Елена Викторовна. Мы разбираем английские тексты среднего уровня Intermediate. И сегодня у нас с вами полезный обучающий текст под названием Don't learn English words. Не учите английские слова. Как это так? Ведь все говорят, увеличь свой словарный запас. Это самое главное для изучения английского языка. Нет, друзья мои, не все так просто, как может казаться, особенно если вы смотрите рекламу разных обучающих супер-пупер-мега методик по английскому языку. Давайте с вами посмотрим на этот текст. Это совет от носителя языка, который дает свои рекомендации, как же правильно учить английский и, в частности, пополнять свой словарный запас. Полное название текста звучит так. Don't learn English words. Learn English phrases. Не учите английские слова, учите английские фразы. Сперва я хочу вам растолковать, что же такое phrase. Phrase – это то, что в русском языке ближе всего соответствует словосочетанию или выражению. То есть это связочка слов, которая используется именно так. Одно из слов или несколько слов этой связочки можно заменить, но сама по себе связка грамматически правильная. Она, как правило, включает предлог плюс слово, слова или, скажем, существительное, прилагательное, артикль плюс слово, да, очень хорошая, полезная штука. Давайте с вами сперва послушаем этот текст. Диктор читает довольно-таки бегло, но ничего, я надеюсь, что мы разберем с вами этот материал, и вы научитесь понимать диктора, а также возьмете себе на вооружение полезные советы для того, чтобы пополнять свой английский словарь. Learn and study phrases. Many students learn vocabulary and try to put many words together to create a proper sentence. It amazes me how many words some of my students know, but they cannot create a proper sentence. The reason is because they didn't study phrases. When children learn a language, they learn both words and phrases together. Likewise, you need to study and learn phrases. If you know 1,000 words, you might not be able to say one correct sentence. But if you know one phrase, you can make hundreds of correct sentences. If you know 100 phrases, you will be surprised at how many correct sentences you will be able to say. Finally, when you know only 1,000 phrases, you will almost be a fluent English speaker. So don't spend hours and hours learning many different words. Use that time to study phrases instead, and you will be closer to English fluency. Окей, друзья мои, теперь давайте подробно. So, many students learn vocabulary and try to put many words together to create a proper sentence. Многие студенты изучают английский словарь, пытаются объединять как можно больше слов вместе и создать правильное предложение. В общем-то, это то, как нас учили учиться. Да? Ведите словарь, заполняйте его, комбинируйте слова, и будет вам счастье. Ну, естественно, не все так просто, иначе бы у нас все уже давно в русскоязычном мире говорили на английском языке. Как раз-таки тенденция очень печальная, и уровень знания английского языка именно среди русскоговорящего населения почему-то очень низкий. Особенно если сравнить, например, с Европой, которая вроде как находится совсем рядышком с нами. Итак, смотрим, что у нас здесь интересного в этом предложении. Many students, многие студенты, learn vocabulary, изучают словарь. Слово vocabulary – это словарь английского языка, список слов. And try to put, и пытаются сложить many words together, много слов вместе, to create, чтобы создать. To create – это инфинитив в значении цели действия. Для чего они объединяют эти слова вместе? Чтобы создать предложение. To create a proper sentence. Proper – это правильный, верный, то есть грамматически верный. Proper. И что мы обычно делаем? Да? Например, выучили цвета, выучили пару слов. Говорим a blue pencil, a red pencil, a green car, a yellow car. Да, вот такой вот комбинаторикой занимаемся. В принципе, иногда это работает, но когда вы выходите за пределы базового английского языка, вы понимаете, что, о боже, вообще ничего не понятно, да? Дальше, друзья мои. It amazes me how many words some of my students know, but they cannot create a proper sentence. Меня поражает, как много слов знают некоторые из моих студентов, но при этом они не могут создать нормальное предложение. То есть об этом говорит англоязычный преподаватель, да, который работает на курсах английского языка. И вот что говорит этот человек. It amazes me. Меня это поражает. Amaze – удивлять, поражать. Дальше, что же ее поражает? Говорим об этом в виде отдельного предложения. How many words? Как много слов. Some of my students know. Некоторые из моих студентов знают. But they cannot create. Но они не могут создать
a proper sentence, правильное предложение. Действительно, это так. Очень многие люди, они считают, что надо знать, там, я не знаю, 5000 слов для свободного владения английским языком. В итоге слова знаем, говорить не можем. В чем же проблема? Давайте попробуем разобрать этот текст дальше и разобраться в данном вопросе. The reason is because they didn't study phrases. И проблема в том, что... И причина в том, что они не изучали словосочетания. Да, действительно, у нас, мне кажется, в русской методике это вообще не проходится. Практически никогда. Если вы откроете, например, учебник, английский учебник для школьников, там вы увидите список слов. Вот я помню эти учебники, да, я тоже училась по таким учебникам. Практически никогда мы словосочетания не проходили. Видите, я как, скажем так, как продукт той методики, я вам что выписываю? Я, как правило, выписываю вам отдельные слова, но опять же я интуитивно чувствую, что не все так просто. Поэтому здесь я пишу put together, а не просто put. Fluent English speaker, а не просто fluent. То есть действительно нужно смотреть на то, как слова работают в контексте. The reason is, причина в том, что. Because they didn't study phrases. Потому что они не изучали словосочетания. When children learn a language, they learn both words and phrases together. Когда дети изучают язык, они учат одновременно и слова, и словосочетания вместе. Действительно, это так и есть. Они бывают, вот маленький ребенок приходит, спрашивает, а что означает слово? Ему отвечают. Потом он это слово начинает вставлять в разные словосочетания, понимая, что иногда его можно туда вставить, а иногда нельзя. То есть словосочетание, phrase, это, можно сказать, отдельная единица, да? When children learn a language, когда дети учат язык. Простое придаточное предложение, ничего такого здесь нет. They learn, они учат. Теперь слово both, которое многим не дается. Both обозначает оба. И то, и другое, и этот, и тот. Both как бы объединяет два слова, два понятия вместе. They learn both. И видим два понятия. Words слова and phrases и фразы together вместе. Likewise, you need to study and learn phrases. Соответственно, логично, что вам нужно изучать еще и фразы. Слово likewise также, таким же образом. Соответственно, подобно, как бы likewise помогает объединить предыдущую сказанную мысль и эту, да, и сделать как бы из нее вывод. Таким образом, likewise, you need to study and learn. Вам нужно изучать и запоминать фразы. Кстати, вот интересно использованы глаголы study и learn. Мы их, как правило, используем как синонимы, да? Но есть небольшая разница. Learn – это изучать то, что для вас новое. Study – учить, вот как мы учимся, например, в институте. Изучать, да, глубоко разбираться в каком-то вопросе. Learn – просто запоминать новое. You need to study and learn phrases. Итак, еще разочек читаем первый абзац. Давайте я его даже переведу для вас потом, чтобы вы просто запомнили эту интересную, полезную информацию. Many students learn vocabulary and try to put many words together to create a proper sentence. It amazes me how many words some of my students know, but they cannot create a proper sentence. The reason is because they didn't study phrases. When children learn a language, they learn both words and phrases together. Likewise, you need to study and learn phrases. Многие студенты, учащиеся, изучают списки английских слов и пытаются объединять слова вместе, чтобы создать новые правильные предложения. Меня поражает, насколько много слов знают некоторые из моих студентов, но они не могут создать правильное предложение. Причина в том, что они не изучали словосочетания. Когда дети учат язык, они изучают одновременно и слова, и словосочетания вместе. Соответственно, вам нужно изучать и знакомиться с новыми словосочетаниями. If you know 1000 words, you might not be able to say one correct sentence. Если вы знаете даже 1000 слов, вы не факт, что сможете сказать одно правильное предложение. So, if you know, если вы знаете, небольшое такое условное предложение, самое простое, нулевого типа. 1000 words, 1000 слов. If you know 1000 words, если вы знаете 1000 слов, you might not be able to say. Вы, возможно, не сможете сказать. Итак, вот эта связочка довольно-таки сложная по грамматике. Might
возможно, модальный глагол. Might not, то есть возможно не. Be able to – это иметь возможность что-то сделать. Be able to – это модальная связка, и многих пугает, когда одновременно используется и модальный глагол, и модальная связка. Но в английском языке это бывает довольно-таки часто, поэтому связка you might not be able вполне гармонично звучит для носителя. Вы, возможно, не сможете, ее перевод. Say – сказать. Возможно, вы не сможете сказать one correct sentence – одно правильное предложение. But if you know one phrase, you can make hundreds of correct sentences. Но если вы знаете одно словосочетание, с ним вы сможете создать сотни правильных предложений. Ну, я бы, может быть, не была так оптимистична, но все-таки это действительно так и есть. Именно словосочетания, вот эти связочки, я очень люблю слово связка, да, давайте будем переводить phrase как связка. Именно знание связок, жонглирование связками помогает вам сделать вашу речь беглой, быстрой и правильной. If you know one phrase. Если вы знаете одну связку. Опять же, видим условное предложение нулевого типа, простое. Просто задает условия того, что что-то будет происходить в настоящем. You can make, вы можете сделать hundreds of, сотни, чего, correct sentences, правильных предложений. If you know 100 phrases, you will be surprised at how many correct sentences you will be able to say. Если вы знаете 100 связок, вы будете просто поражены тому, как много правильных предложений вы сможете сказать. Вот это уже действительно так и есть. If you know, если вы знаете, опять же, нулевой тип условных предложений, 100 phrases, одной сотни связок. Если вы знаете 100 связок, you will be surprised, вы будете удивлены at. После at вы говорите, чему же вы будете удивлены. You will be surprised at how many correct sentences. Вы будете удивлены тому, как много правильных предложений you will be able to say. Вы сможете сказать. Опять же, be able to, вот та же самая связочка. Finally, when you know only 1000 phrases, you will be almost a fluent English speaker. И, наконец, если вы знаете всего лишь 1000 популярных связок, вы будете практически свободным пользователем английского языка. Здесь я согласна на 100%. Finally, наконец. When you know, когда вы знаете only, всего лишь 1000 phrases, 1000 фраз, 1000 связок, словосочетаний, you will be almost, вы будете практически a fluent English speaker, говорить как носитель языка. Вот с этим fluent English speaker я, конечно, помучилась. Как бы вам его перевести правильно? Здесь все слова вроде бы простые, а вот этот fluent English speaker, смотрите, fluent – это кто-то, кто делает что-то свободно, плавно, бегло. English speaker – это тот, кто говорит на английском языке. Соответственно, связка fluent English speaker может быть переведена как человек, который свободно говорит на английском языке. Это то, к чему все мы стремимся, когда мы начинаем изучать английский язык. Итак, давайте еще разочек прочитаем этот блок. Я его прочитаю сперва на английском, потом прочитаю вам его перевод. If you know 1000 words, you might not be able to say one correct sentence. If you know one phrase, you can make hundreds of correct sentences. If you know 100 phrases, you will be surprised at how many correct sentences you will be able to say. Finally, when you know only 1000 phrases, you will be almost a fluent English speaker. Итак, если вы знаете 1000 слов, вы, возможно, не сможете сказать ни одного правильного предложения. Если вы знаете одну фразу, то вы сможете с ней составить сотни правильных предложений. Если вы знаете 100 таких связочек, то вы будете удивлены тому, как много правильных предложений вы сможете сказать. И, наконец, когда вы знаете всего лишь 1000 словосочетаний, вы будете практически свободно пользоваться английским языком. So don't spend hours and hours learning many different words. Поэтому не тратьте часы и еще больше часов на изучение многих английских слов. Don't spend. Не делайте так. Не тратьте время. Spend hours. Тратить время, тратить часы. Да? Don't spend hours and hours. Не надо тратить
много часов, hours and hours, здесь как такой вот литературный прием, замена слова много, да. Что делая? Learning, изучая, герундий как причастие, many different words, много новых слов. Мне это напоминает сценку из одного советского фильма, очень известного, который называется «Джентльмен удачи». Помните, там было два бандита, которые сбежали из тюрьмы, сидели они на качельках, да, на какой-то казенной даче и учили английский словарь. И был там вот такой эпизод «Девушка-чувиха», да? Ну хорошо, сидят вот эти вот бандиты, учат словарь. Да, они его даже, может быть, и выучат. Весь словарь, если, как говорится, будет нужно, они выучат. Но при этом этот словарь им вообще не даст никакого понимания английской грамматики, соответственно, не будет для них ключом к свободной речи, потому что слова – это не речь. Слова – это лишь кирпичики, на основании которых строится наша речь. So don't spend hours and hours learning many different words. Use that time to study phrases instead, and you will be closer to English fluency. Используйте это время для того, чтобы изучать словосочетания вместо этого, и вы будете намного ближе к свободному владению английским языком. Use that time. Воспользуйтесь этим временем. Use – используйте. Предыдущее предложение и это предложение – это примеры повелительного наклонения, то есть когда вам говорят «делай», то есть отдают вам распоряжение руководства к действию. Use that time – используй это время. To study – чтобы учить phrases, словосочетания. Instead – вместо этого. And you will be closer – и вы будете ближе к чему? To English fluency, к свободному владению английским языком. English fluency, то есть когда вы владеете им бегло, быстро, без каких-то больших пауз в речи. Этот термин в английском языке звучит как English fluency. Ну что ж, друзья мои, этот текст получился небольшим, но мне кажется, что он был очень полезным. К сожалению, та книжечка, которой я пользовалась для подбора предыдущих материалов, она у меня закончилась. Поэтому теперь материалы я буду искать в других источниках, но ничего, друзья мои, видите, я вам для старта подобрала этот текст, еще несколько текстов у меня будут с подробными советами, как называется, tips, совет, да, подсказки для изучения английского языка. Теперь давайте прочитаем новые для нас слова и словосочетания, а потом прочитаем еще разочек этот текст. Phrase – это грамматический термин, фраза, словосочетание, выражение, связка. Put together – собирать вместе. Create – создавать. Proper – правильный. Amaze – удивлять, поражать. Likewise – таким образом, соответственно, подобно. Fluent English speaker – человек, который свободно говорит на английском. Кстати, в этой связочке вместо English вы можете подставить абсолютно любой язык. Fluent Russian speaker – свободно говорит на русском. Fluent Romanian speaker – свободно говорит на румынском и так далее. Fluency – соответственно, беглость, плавность, свободное использование чего-то там. Instead – вместо того, вместо этого. И как повелось, друзья мои, я обязательно для вас подбираю толкования слов, которые мы разобрали раньше. Я этот материал брала в книге, ничего, мне пришлось его подобрать для вас вручную. So, let's come to our second part of the lesson, when we recite words and phrases we've learned, and we see the meaning of it made in English. Phrase means a group of words, not a complete sentence. Group of words which usually come together. The phrase "a not unfamiliar situation" is an example of a double negative. Double negative when we use not and something with negative meaning in one phrase. A not unfamiliar situation. This is a phrase, and the first negative is not. The second negative is the word unfamiliar. Un usually gives negative meaning to the sentence. Put together means to put the parts of something in the correct places and join them together to each other. It reminds me of putting details together when we make a puzzle. It took me 3 hours to put the puzzle together. Put the puzzle together when we take pieces of the puzzle and we put them like this. And this is the aim of this game, yes. Create means to make something new or invent something. Let's see the example. A large mirror in a room can create the illusion of space. The illusion of space is the feeling when you think that there is more space than it actually is. The mirror in the room can do that. Proper
Proper means suitable or correct. Correct and proper, they are synonyms. If you're going to walk long distances, you need proper walking boots. So long distance, it's for example a trip when you go for several hours on your foot, and in order to do that and to feel comfortable with it, you need to have proper walking boots. So the right boots for this situation, proper. Amaze means to cause someone to be extremely surprised. When you're very, very surprised, in a good way, you're amazed. It amazes me that she's got the energy for all those parties. When I look at her, I'm very surprised and I can't understand how she does that. I'm amazed with that. I'm surprised, I'm in shock, I'm amazed. Next, likewise means in the same way. They agreed to the proposal and expected others to do likewise, in the same way. Fluent means when the person is fluent, they can speak a language easily, well and quickly. Fluency is a noun. So when you are a fluent English speaker, you speak English without any trouble. He is a fluent Russian speaker, so it means that he's a native speaker, he uses Russian without any troubles, he can speak very quickly. He is a fluent Russian speaker. I can say that I'm a fluent Russian speaker, I'm a fluent Ukrainian speaker, I'm a fluent English speaker. So I use 3 languages without any trouble. And the last word, instead. Instead, in place of someone or something else. So instead, when something is used instead of other thing, it is used in place of that something else or someone else. Let's see how it works. I'm going to drop yoga and do aerobics instead. So I will do aerobics instead of yoga. I will replace yoga with aerobics. So my friends, I think we can finish our lesson today. It wasn't very long. Usually our lessons are longer, but the text was rather small and there wasn't so many new words which we discussed in the second part of the lesson. My name is Elena, my channel is OK English. I hope you liked the topic, and by the way, I want you to write me your opinion about what we've discussed. How do you think? Is it correct to learn phrases and not words? Maybe you think that it is better to learn words. Then write me why you think so. Maybe you have your own ideas how to improve your English and how to become fluent English speaker. You can also write it in your comments. Thank you very much for being with me. It's a pleasure for me to know that you like my lessons very much. See you later next time. Bye-bye. Learn and study phrases. Many students learn vocabulary and try to put many words together to create a proper sentence. It amazes me how many words some of my students know, but they cannot create a proper sentence. The reason is because they didn't study phrases. When children learn a language, they learn both words and phrases together. Likewise, you need to study and learn phrases. If you know 1,000 words, you might not be able to say one correct sentence. But if you know one phrase, you can make hundreds of correct sentences. If you know 100 phrases, you will be surprised at how many correct sentences you will be able to say. Finally, when you know only 1,000 phrases, you will almost be a fluent English speaker. So don't spend hours and hours learning many different words. Use that time to study phrases instead, and you will be closer to English fluency.